Всем привет! Вы снова на канале Грибоед. И сегодня я иду в лес за очень интересным грибом. Когда он растет в лесу, он виден издалека, поэтому все грибники очень любят собирать этот гриб. Хотя он считается грибом удачи, потому что его найти иногда не так просто. Он растет как поодиночке, так и группами. А виден издалека этот гриб, потому что у него красная шляпка. Нет, это не мухомор. Я в красной шапочке расту, среди корней осиновых. Меня увидишь за версту. Зовусь я, правильно, подосиновик. Ну что, вперед за подосиновиком? Пошли. Волшебный подосиновик ждет тебя. Буду сейчас с тропинки поворачивать в лес. Так, сейчас будем смотреть, что мы здесь найдем. Так. Так. Опа! А вот и первый подарок. Ха-ха. Слушайте, неужели это белый? А ну-ка. А, комары кусают? Ну, похож. Похож на белый. Так. Так, сейчас разгребу ножку. Так. Ну, что же это за подарок такой, а? Смотрим. Ха-ха. Ой, ребятки. Вот это первый гриб. Как только зашел я в лес, вот первый попался. И оказался, по-моему, царь грибов. Да, это он. Смотрите. И еще такой шикарный, вообще чистый полностью, ни одного червячка, ни одной червоточинки. Вот это красавец! Ну что ж, первый гриб в моей корзине. Вот такой вот. О, смотрите, какая прелесть. Первачок. Ну, друзья, совсем с другим настроением я шурую дальше по лесу со своим красавцем грибом. Я шурую дальше. Иду дальше, и вот на упавшей березе, на гниющей уже, вот плютей оленей встретился мне. Да, это он. И он в конце бревна вот такие красивые, да? Красивые. Честно говоря, после моей находки первой не очень хочется брать оленей гриб, но я его возьму, чтобы не обижать лес, чтобы не показалось так, что я одни грибы беру какие-то более ценные, а малоценные не беру. То есть выбираю. Я возьму на всякий случай. Ничего, лишним в корзинке не будет. Так, срезаем. Опа. Оп, один. Ой. И оп. Второй. О. Эти какие. Свеженькие. Свеженький гриб. Ладно, идем дальше. Так, а вот смотрите, появились уже сыроежечки. Вот такая. Ага, я думал, кто-то ее опрокинул. Нет, это она так именно растет. Интересно.
Вот такая вот, да, зеленая сыроежка. Сейчас будем ее срывать. Оп. Нет, лучше срезать. Эту как раз лучше срезать. Так, а ну-ка. Оп-оп-оп. Ух ты. Аж скрипит. Такая. О, смотрите, да? Вот такая вот. Такое чудо зеленое. Так. Ага, ямку листиками закроем. Так, может быть, вокруг еще где-то рядом попадется сыроежки. Попадутся. Да, вот. Смотрите, вот еще одна такая. Ой. После дождя столько комаров, это кошмар какой-то. Лезут со всех сторон. И во все дыры. Оп. Такс. Ага, нет, это червивая, видите? Это сыроежечка червивая. А ну-ка. Немножко отрежу. Нет, она вся червивая. Она червивая вся, да. Ее брать мы не будем. Брать ее не буду. Так, дальше. Дальше. Так, ищу вокруг еще сыроежки. Возможно, встретятся. Обычно зеленые сыроежки так в одиночестве редко растут. Ага. А вот так. Ищу я сыроежку и нахожу вот такой красивый подосиновичек. Ха-ха. Посмотрите, и прямо рядышком совсем малютки вот такие растут, да? Ха-ха, красавец. Красавец какой. Так, ну что ж делать? Я в любом случае этот маленький поврежу. Ничего не попишешь. Вот как получилось у меня срезать. Так, ну, извини, друг. Ну, практически чистый. Практически чистый. О! Вот такой вот красивый гриб. Еще мокренький такой. Ну что ж, кладу в корзину. Да, у меня здесь прибавляется потихонечку. Хорошо. Просто отлично. Ага, а вот сыроежечка другого цвета. Вот такая вот красивая. Угу. Отличненько. Так. О, красавица. То мне зеленые попадались, а это вот такая фиолетовая слегка. А вот гляньте-ка. Какое зрелище. Гриб на дереве растет, да? О, и вот такой вот зверь. Вот такой зверь притаился. Спит он, что ли? Угу. Серьезно? Ого-го, ого-го. А вот возле пенька еще один подосиновичек. Вот он. Ой. Такс. Ну, будем надеяться, что хороший ты, не червивый. Сейчас смотрю. Так. Такс. Ага. О, как выходит далеко нога его, смотрите. Ух ты, интересно. Оп. Вот он как. Ну, снизу, конечно, поеденный, жаль. Немножко червоточинки есть. Но, в принципе, можно взять. Я думаю, да. Буду брать в свою коллекцию. А коллекция моя вот так вот пополняется потихонечку, да? Все, идем дальше. Идем. Вот, возле какого озера я брожу и нахожу подосиновики.
тишина, красота, нетронутая природа. Так, продолжаю рыскать вдоль лесного озера вот этого. Не знаю, что-то в траве может быть. И найду, и найду. Вот и нашел. Вот. Опять красивый подосиновик. Сейчас с другой стороны поснимаю его. Вот какой красивенный. Прямо красивенный, реально. Вот так вот. О, так. Опа. Оп. Есть. Да. Чистюха. Вот такой красивый, молодой и большой. Что особо приятно. Видите, какой? Симпатяга просто. Реально симпатяга. Так. Гриб подосиновик получил свое название из-за расположения своей грибницы вблизи деревьев лиственных пород, особенно осины. Некоторые считают, что именно возле осины можно найти самые крупные экземпляры этого гриба. До нас дошли даже некоторые легенды, связанные с этим грибом. Одна из них повествует, что подосиновики появились на Земле много тысяч лет назад, а их размер тогда был просто огромным. Некоторые представители достигали 3 метров в высоту, а внешне они напоминали деревья, потому что имели боковые отростки. Ну и жуткое зрелище, правда? Интересно, что даже сейчас на Дальнем Востоке встречаются подосиновики с диаметром шляпки более 40 сантиметров. В Гватемале в тысячелетней культуре майя нашли каменное изображение волшебного гриба, под шляпкой которого прятался дух. А гриб этот был очень похож на наш подосиновик. И даже сейчас считается, что этот гриб способен притягивать негативную энергию, поэтому собирать его следует только в так называемых благоприятных зонах. Ну, про магические свойства подосиновика можно спорить, а вот про полезные свойства, никак не поспоришь. В этих грибах имеются белки, углеводы, клетчатка, жиры, минеральные вещества, а также все незаменимые аминокислоты. Ого! А вот это сюрприз! Слушайте, посмотрите какой, а он здоровенный, реально. Посмотрите, какая прелесть. Ёлки-палки. Подосиновик таких размеров, еще и свежий и молодой. Ну вообще, ребята, это просто супер. Это просто находка суперовая. Так, Ого! Ничего себе! Посмотрите. Вот это да! Вот это мощный гриб. Посмотрите. Вот это класс. Классика, да? Супер! Супер гриб! Ой, блин. Ну вообще. А вот так вот на выходе из дремучего леса возле полянки притаился вот какой красавчик. Ух ты! Серьезно? Серьезная нога прям. Ребята. Ничего себе. Ничего себе. Оп. Да. О, какой. Сейчас на свет. От света отойду чуть-чуть, чтобы лучше его разглядеть. Вот. Смотрите. О. О. Ой, какой чистенький. Ой, какой прям. Прекрасный грибок. Жалко даже, жалко
ножку дальше срезать, поэтому не буду уже трогать. О! Не знаю, во многих иностранных роликах вот любят они вот так стучать по шляпке. Что это значит? Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Но звук какой-то есть хороший. Ну что ж, понравилась мне сегодняшняя грибалка с грибом-подосиновиком. Поэтому пора идти домой. А вам до встречи на канале Грибоед. Пока!